Представьте себе, женщина, тихо спящая в своей больничной палате, внезапно открывает глаза после 30-летнего сна. Это не сцена из фильма и не сюжет научно-фантастического романа. Это реальность, в которой Джой Уильямс, жительница небольшого городка в Пенсильвании, возвращается к сознанию после долгой комы. Ее пробуждение стало настоящим шоком для всего медицинского персонала. Доктора и медсестры, наблюдавшие за ней долгие годы, не могли поверить своим глазам. Интересно, что ее первая реакция проявилась не в словах, а в движении. Увидев рядом карандаш и бумагу, Джой начала рисовать, как будто ее руки сами знали, что хотят изобразить. Семья Джой была потрясена этой новостью. Ее сын, который был маленьким мальчиком, когда мать впала в кому, теперь уже взрослый человек, не мог сдержать слез радости и облегчения. Он смотрел, как она аккуратно выводит линии на пустом листе, и ему казалось, что за каждым штрихом скрыта тайна, которую только она одна может разгадать. Когда Джой завершила первый рисунок, все вокруг затаили дыхание. Изображение было простым, но это был первый шаг в ее возвращении в мир. Никто еще не знал, что вскоре эти рисунки превратятся в нечто большее, чем просто творческое самовыражение. Этот момент стал началом серии событий, которые вскоре перевернут представление людей о возможностях человеческого мозга и пробудят интерес научного сообщества по всему миру. Что же скрывается за этими странными картинами, которые начались с простого движения руки? Первые шаги в неизведанный мир. Итак, Джой Уильямс совершила свои первые шаги в новый для нее мир с одной лишь бумагой и карандашом. Пробуждение после столь долгого сна должно было быть ошеломляющим, но Джой удивительно быстро начала адаптироваться. Ее глаза, словно заново открывшие для себя свет, с любопытством изучали окружающий мир. Врачи, все еще находясь под впечатлением, наблюдали, как она делает свои первые шаги по палате, постепенно возвращая себе физическую устойчивость. Эти шаги были не только физическими, но и символизировали ее возвращение в жизнь, откуда она исчезла так давно. Настоящим сюрпризом для окружающих стали ее рисунки. Сначала это были простые эскизы, такие как чашка на столе или открытое окно, но вскоре ее работы начали поражать деталями и точностью. И хотя Джой еще не могла объяснить, что движет ее рукой, казалось, что каждый рисунок несет в себе нечто большее, чем просто изображение. Ее сын, видя, что мать проявляет такой интерес к рисованию, принес ей больше материалов и предоставил свободу для творчества. С каждым днем ее уверенность в себе росла, а рисунки становились все сложнее и насыщеннее. Святой источник энергии, которая долгое время была спрятана внутри ее, будто вырывался наружу. Эти картины, на первый взгляд кажущиеся случайными, начали вызывать интерес у медицинского персонала, а затем и у более широких кругов, поскольку стали появляться первые странные совпадения. Но что же на самом деле скрывалось за этими произведениями искусства и какую загадку должен был раскрыть этот новый мир для Джой? Загадочные рисунки предстоящих событий. Постепенно рисунки Джой начали приобретать другой характер. Они стали не просто отражением ее нового мира, но началом чего-то странного и необъяснимого. Однажды она нарисовала автобус, полный людей. Сначала все подумали, что это просто художественный эксперимент. Однако через несколько дней произошло совпадение. Местные новости сообщили об аварии с участием автобуса. Совпадение или нет, но картина практически точно отображала место и время этого происшествия. Такой поворот событий не мог остаться незамеченным. Семья Джой и медицинский персонал начали относиться к ее творчеству с возрастающим интересом и даже некоторым трепетом. С каждым днем ее работы становились все более детализированными, а содержание более интригующим. Следующим рисунком был мост над бурной рекой. И снова, спустя пару дней, новости принесли известие о разрушении моста из-за сильного наводнения. Эти совпадения начали пугать ее близких, но в то же время вызывали интерес у широкой общественности. Репортажи телевидения и газет начали уделять внимание этому феномену, а люди стали называть Джой пророчицей. Казалось, что Джой открыла в себе невероятные способности, которые раньше находились в глубине ее подсознания. Еще несколько картин, изображавших более серьезные события, вскоре подтвердили ее дар. На одной из них был нарисован лесной пожар, и вскоре в новостях сообщили о крупном возгорании в соседнем штате. Подобные случаи начали нарастать как снежный ком, и интерес к Джой и ее произведениям продолжал расти. Вскоре на пороге ее дома появились представители научного сообщества, готовые разгадать загадку, скрытую в ее сознании и таланте. Но сможет ли наука объяснить то, что кажется за пределами человеческого понимания? Первые совпадения, случайность или дар. С каждым новым рисунком Джой Уильямс и ее близкие все больше погружались в удивление и растущее беспокойство. Ее работы будто превращались в реальные события, происходящие уже через несколько дней после того, как они были созданы. Вскоре после случая с автобусом и мостом Джой нарисовала небоскреб с клубами дыма над ним. Не прошло и 3 дней, как крупный пожар вспыхнул в здании делового центра в соседнем городе. Пожар оказался масштабным, его последствия широко освещались в новостях. Случайности накапливались, и даже самые скептически настроенные начали
задумываться, что за феномен скрывается за этими картинками. Между тем, Джой продолжала рисовать, словно ведомая неведомой силой. Ее следующая картина изобразила огромный океанский лайнер, терпящий бедствие среди высоких волн. На этот раз прошло чуть больше времени, но спустя неделю в новостях сообщили о катастрофе с круизным судном в Атлантическом океане. Этот инцидент привлек внимание не только местных СМИ, но и международных изданий. Картина, созданная Джой, опять попала в центр обсуждений и стала объектом изучения. Семья Джой, осознав всю серьезность происходящего, приняла решение обратиться к специалистам. Вскоре ученые из различных областей начали исследовать феномен Джой. Одни пытались объяснить это психологически, другие проводили тесты, изучая ее мозговую активность. Но никакие современные технологии не могли дать ответа на вопрос, как предсказать события, еще не произошедшие. Удивительно, но Джой в своих картинах начинала изображать уже не просто локальные происшествия, а события, имеющие влияние на весь мир. Сможет ли она удержать ключ к разгадке, и что произойдет, если однажды ее кисть нарисует нечто по-настоящему ужасающее? Когда картины начинают оживать, каждый новый день открывал новую грань необычного дара Джой. Ее картины становились все более детализированными и конкретными. Однажды она нарисовала сцену из городского парка с детьми, играющими на каруселях, и ясным голубым небом над головой. Однако картина была отнюдь не безмятежной. Над одним из деревьев клубился темный дым. Спустя сутки в местных новостях сообщили о вспыхнувшем пламени в парке. Это была небольшая, но шокирующая деталь, которую невозможно было игнорировать. Следующий рисунок стал еще более зловещим. Джой изобразила огромный завод с высоченной трубой, из которой валил густой черный дым, скрывающий яркое солнце. Через несколько дней на нефтеперерабатывающем предприятии в ее родном городе произошел взрыв, вызвавший сильный пожар. Это происшествие потрясло всех, и все больше людей стали относиться к Джой как к женщине с таинственным даром. Пока Джой старалась не обращать внимания на ажиотаж вокруг ее художественного творчества, ученые и исследователи со всего мира все больше заинтересовались ее способностями. Они стремились понять, как она могла предсказывать события с пугающей точностью. Научные подходы, используемые для анализа ее мозга и творческого процесса, не давали внятных ответов. Тайна оставалась неразгаданной, но Джой продолжала рисовать, медленно открывая миру неизвестные страницы будущего. Вскоре ее кисть изобразила сцену, которая ошеломила всех. Огромный метеор, угрожающий Земле. Случится ли это на самом деле? Время покажет. Пророчества о катастрофах, которые сбылись. Когда картины Джой начали принимать более зловещий оборот, ее семья и окружающие осознали, что происходящее выходит за рамки обыденной случайности. Ее следующий рисунок вызвал настоящий ажиотаж. На нем был изображен город, накрытый густым серым облаком, из которого пробиваются багровые отблески пламени. Через несколько дней мир узнал о мощном землетрясении в одном из крупных мегаполисов, сопровождавшемся разрушительным пожаром, охватившим целые кварталы. Это событие стало шоком для всех, зная, что Джой изобразила его почти в точности еще до того, как оно случилось. К этому моменту предсказания Джой уже не могли быть оспорены. Ее работы изучались многими экспертами, однако никакие методы и технологии не могли объяснить, как она предвосхищает события. Ученые пытались разобраться в ее феномене, проводя многочисленные исследования и эксперименты, но ее загадочный дар оставался неразгаданным. Следующий рисунок Джой изобразил сцену из северного региона, накрытого мощной снежной бурей. Лишь через неделю в новостях сообщалось о непредсказуемом изменении климата, вызвавшем сильный снежный шторм в той отдаленной местности. Эти события вызвали волны обсуждений, и мир стал относиться к Джой не как к простой художнице с необычным даром, но как к носителю потенциально важной информации. Между тем, Джой, словно подчиняясь неведомой силе, продолжала рисовать. Ее следующая картина изобразила огромное цунами, обрушивающееся на берег, где люди пытаются спастись. На этот раз предсказание оказалось крайне тревожным, и оно породило волну тревоги среди тех, кто следил за ее работами. И хотя никто не знал, когда именно это произойдет, общественное внимание к ее феномену продолжало расти. Вскоре ученые и исследователи из разных уголков планеты объединили усилия, чтобы разгадать секрет, скрывающийся за этими пугающими изображениями. Станут ли ее картины предвестником более значительных событий? Реакция научного сообщества. Попытка разгадать тайну. Узнав об уникальном случае Джой Уильямс, ученые со всех концов света начали активно проявлять интерес. Ее художественные работы, которые странным образом предсказывали крупные события, стали предметом интригующего изучения. В первую очередь неврологи и психологи сфокусировались на исследовании ее мозга, пытаясь найти объяснение такому феномену. Они проводили множество тестов и экспериментов, используя передовые технологии сканирования мозга, но, к сожалению, не получили четкого ответа. Между тем, Джой продолжала рисовать, словно ничего не случилось.
случилось. Психологи предположили, что она могла каким-то образом подключиться к коллективному бессознательному, позволяющему ей предчувствовать будущие катастрофы. Однако эта гипотеза оставалась без твердого научного обоснования. Между тем, многие ученые начали анализировать ее рисунки, пытаясь предсказать, какие события могут произойти в обозримом будущем. Некоторые из них были уверены, что понимание ее дарования может дать человечеству невероятные преимущества. Другие исследователи, в том числе специалисты по паранормальным явлениям, видели в Джой проявление неизвестных психических способностей, о которых человек пока только догадывается. Их интерес к ее феномену обострился после того, как очередное предсказание о масштабной природной катастрофе оказалось точным. Это событие снова подтвердило невероятный дар Джой, еще более подогрев интерес ученых и общественности. Теперь все ожидали, что же Джой изобразит в следующий раз, и сможет ли наука наконец-то разгадать ее тайну. Психологические и научные объяснения феномена. Тем временем интерес к Джой Уильямс и ее таинственным картинам продолжал расти. Ученые из различных дисциплин объединились, чтобы раскрыть природу ее загадочного дара. Психологи начали анализ ее подсознания, выдвигая теории о том, что Джой, возможно, обладает развитыми интуитивными способностями, что позволяет ее мозгу каким-то образом улавливать данные из окружающего мира, которые мы не замечаем. Это объяснение, однако, оставалось больше гипотетическим, чем доказанным. Некоторые неврологи предположили, что после столь долгой комы изменения в мозге Джой могли открыть новые нейронные пути, активировав способности, ранее скрытые в глубинах ее сознания. Но, несмотря на множество тестов и сканирований, ученые не нашли конкретных аномалий, которые могли бы указать на источник ее необычного дара. Другие специалисты высказали мнение, что ее долгий сон в коме каким-то образом усилил восприятие Джой, позволяя ей предугадывать события, но и это объяснение недостаточно проработано. Исследователи, занимающиеся паранормальными явлениями, утверждали, что Джой может обладать уникальными психическими способностями, такими как ясновидение или предвидение. Это предположение вызвало интерес у более широкой аудитории, особенно в свете последующих точных предсказаний Джой, но оставалось недоказанным с научной точки зрения. Несмотря на усилия мировой научной элиты, разгадка феномена Джой оставалась вне досягаемости. Каждый ее новый рисунок продолжал удивлять и пугать одновременно, оставляя множество вопросов без ответов. И по мере того, как ее творчество приобретало все более мрачный характер, напряженность среди специалистов и общественности нарастала. Теперь все только и гадали, что же Джой увидит в своем следующем видении, и все чаще задавались вопросом, может ли ее дар стать путеводной звездой в предотвращении будущих катастроф. Что если вот она предскажет конец света? Картины Джой Уильямс продолжали шокировать и интриговать все больше людей по всему миру. Но вскоре ее творчество приобрело по-настоящему зловещий оттенок. На одном из последних рисунков она изобразила нечто, что заставило всех затаить дыхание. Пораженная планета, окутанная огненными бурями. Эта картина навела ужас на всех тех, кто уже знал о ее способности предсказывать события. Жуткие образы, изображенные Джой, делали очевидным намек на апокалипсис, и теперь многие задавались вопросом, может ли это действительно случиться. Ученые и исследователи, которые уже давно наблюдали за ее работой, были поражены и обеспокоены. Они начали срочно собирать данные, чтобы оценить возможные риски и подготовиться к вероятным катастрофическим событиям. Но не имея четкого понимания, откуда Джой черпает свои видения, они могли только гадать о возможности такого рода сценариев. Горожане, узнавшие о новом рисунке, обратились в местные органы власти с просьбой подготовиться к любым последствиям. Начались разговоры о необходимости организовать международные консультации и разработать план действий на случай глобальной угрозы. Между тем, Джой, казалось, продолжала рисовать в том же ритме, не осознавая той паники, которую вызвали ее видения. Ее кисть, ведущая по холсту, словно подсказывала ей неведомые образы будущего. Эксперты по психологии попытались углубиться в ее подсознание, чтобы понять, как она приходит к таким пугающим предсказаниям. Однако разгадка остается неуловимой, оставляя столь необходимую надежду лишь в следующем ее произведении. Теперь весь мир, затаив дыхание, ждал, какое видение Джой появится на ее следующей картине и что оно может значить для человечества.